Всем привет! И сегодня следующий поход. Мы идем на вершину горы Пальтау. Давайте пойдем и посмотрим, какая дорога ведет к этой вершине. Путь наш начинается по той же дороге, по которой и был прошлый поход. И вот справа вы можете видеть ту гору, на которую нам предстоит подняться сегодня. Мы свернули с одной проселочной дороги на другую проселочную дорогу. И сейчас медленно поднимаемся вверх. А подъем наш продолжается по вот такой грунтовой дороге. Идем в спокойном, медленном темпе. Но подъем все время небольшой есть. Вокруг все в деревьях. И что интересно, еще одно, что хотя время 9:30 утра, но солнце еще не вышло из-за гор. Вдоль, так сказать, нашего пути постоянно встречаются фруктовые деревья. Даже не встречаются, здесь только фруктовые деревья есть вокруг. Удалось собрать немножко грецких орехов по дороге. И вот такая удивительная вещь. Почему-то всегда, где есть вот такие вкусности всякие, мы проходим мимо. А все стоянки, остановки проходят на каких-то бесплодных полянах, где нет ничего. Вот посмотрите, какая яблоня и какие тут яблоки. По пути нам встретились кусты барбариса, и вот люди с риском для жизни пошли его обрывать. А барбариса много. Вот. Посмотрите, сколько его. Вторая веточка. Просто грозди висят. Мы идем через яблонный сад, и, как видите, некоторые участники группы не могут оставить этот факт без внимания. Потому что всем хочется вкусного яблочка. Ну, сады, похоже, что заброшенные. Так что яблоки, наверное, немножко диковатые и, так сказать, бесхозные. О, они красные. Там вон одно еще хватит. Они такие больные. Не, оно там с той стороны погрузить себе пополам. Группа сегодня у нас небольшая. Сколько? 9-10 человек. Ну, как я и говорил когда-то, что осенью люди не очень стремятся ходить в походы. Наш подъем перешел в более сложную фазу. Он стал более крутым, более тяжелым. Вот уже все начали немножко подзадыхаться. И я в том числе. Но продолжаем идти медленно, но практически без остановок. Самые счастливые участники нашей группы вот радуются, что такое легкое восхождение началось. Хотел вам показать, какой здесь вид с той точки, где мы сейчас идем. Сейчас я чуть-чуть за дерево дойду. Вот. Ну, тут вид, как сказать, все в пылище. Но если за пылью что-то будет видно, то вид красивый. Остановились на последний привал перед самым серьезным и сложным подъемом. Вот сейчас немножко отдохнем, наберемся сил и вперед уже к вершине этот будет подъем. А пока посмотрите, вот тут видно, с одной стороны у нас Червакское водохранилище, а с другой стороны это то, куда мы сейчас пойдем.
Самый серьезный подъем мы преодолели. Осталась такая ровная дорога и чуть-чуть еще небольшой подъемчик, но он будет довольно-таки простым, не чита тому, что остался у нас позади. И вот она, как сказать, такой постамент с табличкой. Но табличка находится на другой стороне. Сейчас обойду и увидим, что там написано. А написано там Пальтау, высота 2023 метра. Небольшая вершина по высоте, огромная вершина по подъему. После тяжелого подъема наша группа села пообедать, и наш уважаемый гид решил нас сегодня побаловать не только чаем, но и супом. И это суп будет суп со звездочками и звездочки, супер суп. А я вам покажу сейчас вид вот с этой точки, самой высокой точки. Вот такой открывается вид. Счетчик даже радуется 36 крат на норму выпуска. А норма сколько этажей? 10. Ой, надо на солнышко идти. Вот орел, орел, орел. Какой красивый орел. Какая красота. Вау! То почему никто не снимает? Я снимаю. Молодец. И нам потом это красавчик. Я все снимаю. Yes, красавчик. Ну что, они, блин, что же они все время такой телефон прячут, не долетают, а? Молодцы. Зараза. Мощь, чувствуется мощь, правда? А вот здесь нам попался след медведя. Посмотрите, какой четкий, красивый след. То есть здесь, значит, ходят медмишки по ночам. Надеюсь, что по ночам. А здесь можно видеть, как Мишка протоптал целую тропинку. Вот тут его следы. Вот здесь сейчас прям четкие следы. Прям видно. С лапками, с пальчиками. Так что тут вот они гуляют, медведи. Мы пообедали, и нам предстоит теперь очень сложный спуск. Был сложный подъем, а теперь будет такой же сложненький спуск. Итак, этот опасный спуск мы завершили. И дальше нам немножко расширили программу. И мы идем сейчас до водопада Пальтау. Мы идем вниз по пыльной дороге, где в прошлый раз не в прошлый раз, а когда мы шли сюда наверх, я снимал медвежьи следы. Вот по этой же пыльной дороге мы идем. Вот тут деревья грецкого ореха. А орехов-то и не видно.
Закончился еще один спуск. Вот наша группа довольная, счастливая, в ожидании водопада, который совсем рядом и близко. Оказывается, мы идем к водопаду не с той стороны, с которой подходили раньше, а с другой стороны, то есть как бы сверху. Так, давайте посмотрим, что там внизу. Там что-то видно будет? Это максимум, на что я могу подойти. Еще предстоит нам один спуск. Не очень такой приятный. А похоже, люди уже немножко, мы уже все устали. Да, вот здесь спуск. Конкретно крутой. И мало того, еще и в листьях, которые будут по пыли скользить. Гид решил угостить нас чайком, а я пока сгоняю, посмотрим на вечерний водопад. Водопад, кажется, стал более полноводным, чем был 2 недели назад. Подойдем поближе, правда, уже потемнело. Посмотрим, что там можно снять. Да, водопад бьет такой же силой. Ну, как говорю, кажется, стало чуть-чуть более воды стало больше, чем было. Но это надо будет сверить потом. А с чем сегодня чай? Традиционно черный с барбарисом, но то, что мы собирали по дороге. И вот так, попивая чай. И хотелось бы с вами попрощаться, поскольку обратную дорогу вы уже знаете по прошлому видео. Она будет точно такой же, ничем не отличаться. Тем более сейчас уже темнеет и ничего не будет видно. И что я могу сказать в заключение о походе на саму Железную гору, на Пальтау. Поход, как всегда, мне понравился. Достаточно в меру сложный. И неожиданно оказалось, что гид поменял немножко маршрут и был достаточно сложный последний спуск. Ну и также, конечно, понравилось, что мы подошли к этому водопаду с другой стороны. То есть не с той, с которой в прошлый раз подошли, а, так сказать, с его истоков. Что ж, и остается только с вами попрощаться. Давайте, до свидания, до новых походов. Всем пока.